Егора Валентина знала с пеленок. С его мамой Светой они учились в школе. Это чуть ли не единственная подруга, с которой общались так долго. Вместе переживали счастливые моменты рождения детей и тяжелые разводы. К несчастью, Свету муж бросил, когда Егор был совсем маленьким. Муж же Валентины ушел к другой, когда их дети уже начали жить самостоятельно. Хотя и раньше их отношения нельзя было назвать счастливыми. Жили вместе, потому что дети. Женщина не зря всю жизнь в органах проработала. От нее факты измены мужа скрыть нельзя было, но она молчала, чтобы не разрушать семью. И хоть какой-никакой, а в жизни ей нужен был мужчина. Делить его с другой было больно, но приходилось. Когда дети выросли, муж сделал выбор в пользу более молодой любовницы. Для Вали это было тяжело. Неожиданно она осталась одна. Дочь замуж вышла, сын тоже семью создал, муж бросил. Потом ранняя пенсия в 48 лет. Это было гораздо сложнее, чем жить с изменщиком под одной крышей. Единственная отдушина – это Света. Они продолжали поддерживать друг дружку. Две одинокие женщины устраивали посиделки и иногда вылазки в свет. Но только Света в результате этих гулянок нашла себе мужчину, а Валентина так и осталась невостребованной у противоположного пола. Однажды Света пришла к ней и вела себя очень странно. Заискивающе улыбалась и хвалила Валентину за все подряд. «Так, давай выкладывай, чего хочешь». Не выдержала Валентина. «Мы с моим решили съехаться, а Егор мой, мягко говоря, выпендривается. Не можешь его у себя приютить на некоторое время? Там что-то решим с квартирой ему», наконец выложила Света. «Как ты себе это представляешь?» Растерялась Валентина. «Ты просто отправишь своего сыночка ко мне пожить. Я все продумала». И подруга рассказала о своем заранее продуманном плане. Сыну она уже по своим связям подыскала работу недалеко от дома Валентины. Он ленивый, чтоб далеко ездить. И, конечно, согласится на работу и на такой переезд. Валентина, поколебавшись для приличия, согласилась помочь подруге. Егор ей нравился. Хороший мальчик. Несмотря что ему уже 32, для нее он оставался милым сыном лучшей подруги. Зато ей будет не скучно. Заменит детей, которые живут далеко и в гости к матери не особо рвутся. В итоге же Егор заменил, но не детей. Такая особенность есть в совместном проживании. Если на одной территории в течение длительного времени оказываются женщина и мужчина, то вероятность их близких отношений очень велика. А задержался парень у нее надолго. Вместо обещанных подругой пары месяцев уже полгода жили вместе. Но порог дружеских отношений они переступили уже после первого месяца. Валентина давно не получала мужского внимания, а Егор одинокий и недавно брошенный девушкой. Выпили как-то вместе на праздник, и закрутилась. Подруга в общении обходила стороной разговоры о квартире для сына. Только интересовалась, не мешает ли он Валентине. И рассказывала, что решают они со своим мужчиной, как устраивать дальше их совместную жизнь. А Валентина уже и не хотела, чтобы Егор съезжал. Она Свету не торопила. Говорила, чтобы та строила свою жизнь. Главное, чтобы у них с ее мужиком все срослось. А Егор ее спокойный, на пенсии жить не мешает. А с сыном подруги у Валентины все складывалось очень хорошо. В 52 года он вернул ей юность. Она чувствовала себя молодой и желанной. Даже здоровье, казалось, стало лучше. Не зря ведь говорят, что любовь творит чудеса. Но вскоре Валентина поняла, что любовь натворила. И не только чудеса. Но а визит к гинекологу это подтвердил. Несколько дней она размышляла над этой новостью. Избавляться от ребенка не хотела, считала это грехом. Но и признаться всем в том, что у нее отношения с сыном подруги, было стыдно. Наконец она решилась, посчитав, что Егору уже 32 и он в хорошем возрасте, чтобы обзаводиться детьми. Молодой мужчина воспринял эту новость без энтузиазма. Даже больше, женщине показалось, что он не рад. Но Егор успокоил сожительницу.
Сказал, что возражать против ребенка не будет. Валентина всегда была стройной, долго скрывать округлившийся живот не получалось. Когда всем окружающим стало ясно, что женщина беременна, пришлось признаться о связи с Егором. «Валя, как ты могла?» Разозлилась подруга, услышав об этом. «Да я же к тебе по-дружески сына. А что, я не женщина, что ли?» Гордо заявила Валентина. «И знаешь, возраст любви не помеха». «Какой любви? Он же еще мальчик!» Злилась подруга. «Света, за 30 это уже не мальчик. Ему семью пора создавать. С тобой, что ли?» И Света скривилась. Валентина ее частично понимала. Вряд ли она сама бы обрадовалась, если бы ее сын сошелся с женщиной, на 20 лет ее старше. Но по большому счету, чем она плоха? Хоть за 50, но держит себя в форме. Немного в возрасте, но зато симпатичная. И вообще подруга ей спасибо должна сказать, что ее сын под хорошим присмотром. Света же не только спасибо не сказала, но обиделась и больше с ней не общались. Дети Валентины новость восприняли сдержанно. Но упрекать мать не стали. Валентине казалось, что они не совсем верили, что такое возможно, думали, что может рассосется. В таком возрасте было тяжело выносить ребенка не только физически, но и морально. Но она справилась. Надеялась, что Егор в роли папы будет чувствовать себя счастливым. Когда же родился ребенок, мужчину словно подменили. Сначала у них возник конфликт из-за имени малыша. Валя хотела назвать сына Гришей в честь своего папы, а Егор возмущался. Это имя устаревшее. «Как и ты», сгоряча в который раз возражал он. Обиду Валентина молча проглотила, списав все на стресс новоиспеченного папаши. Спросила, какое имя нравится ему. Тот сказал, что все равно. Главное, чтобы не Гриша. Но ни Кирилл, ни Матвей или Влад, популярные имена, ему тоже не нравились. В итоге мама решила оставить имя Гриша, раз все равно папочка недоволен. Занималась малышом Валентина сама, к сыну Егор не подходил. Ссылался на усталость на работе. Женщина же видела, что ребенок его просто раздражает. И на работе он стал задерживаться часто. Хотя на зарплате это не отражалось. Скандалы в квартире не прекращались. Егор все чаще стал приходить домой выпившим и упрекал сожительницу в том, что малыш – это ошибка и обуза на всю жизнь. «И вообще я еще молод, мне рано детей. А тебе уже поздно», – заявил он однажды, брезгливо глядя на женщину. «Когда ж тебе? Если не сейчас?» Не согласилась Валентина. «Согласна, что для меня поздновато, но справимся. А тебе как раз тянуть некуда дальше. Пока силы есть, сына вырастить можно. И потом спокойно на пенсии отдыхать. Ты вон на пенсии что? Отдыхаешь? А я бы сейчас не против отдохнуть. Пока молодой, хочу насладиться жизнью. Говорю, что не готов к детям». Валентина в итоге встала на сторону своего сожителя. Действительно, он молодой и красивый, а она ему такие заботы навязала. Для женщины Егор был важен, она держалась за него. Где ей еще такого мужика найти? Трудно было это признать, но убедила она себя, что они плохие родители для мальчика. И когда в гости пришла дочка, она ей предложила забрать Гришу. Дочка остолбенела. «Дурацкая шутка», наконец промолвила она. «Лиза, я серьезно», – строго заявила женщина. «Вы с мужем молодые, а Гриша вам не чужой. Там и своего родите, будет веселее малышам». «Ага, очень весело», – скривилась дочка. «Вообще хотела тебе сказать, что я в положении». Ну вот, обрадовалась Валентина. «Где один, там и второму место найдется. Мне было проще, когда братик у тебя родился. Вы вместе играли, а я по дому успевала что-то сделать». Лиза колебалась. Маму она осуждала за то, что решилась рожать. Но ребенка теперь жалко было. Решила с мужем посоветоваться. «Отличная идея», – издевательски заметил муж. «Мамаша твоя нагуляла, а нам сплавить хочет. Сама дальше будет со своим любовником развлекаться. А ты, доченька, ухаживай за моим отпрыском. Значит, ее кобелю пацан не нужен, а нам нужен.
Лиза и сама не в восторге от этой идеи была. А доводы мужа убедили ее окончательно. Действительно получается весело. В то время, когда другие бабушки с удовольствием внуков к себе берут нянчить, ее маме не то что внука не отдашь, она своего ребенка хочет сплавить дочери. Так и высказала Лиза матери все по телефону. Женщина тогда позвонила сыну. Тот встал на дыбы, и примерно то же самое, что и дочь высказал ей. Дескать, своих детей не заводим, хотим для себя пожить. А брать маминого тем более не будут. Мама в возрасте осталась одна со своими проблемами. Даже подруги теперь нет, которой можно пожаловаться. Хотела сделать, как хочет ее сожитель, чтобы наладить с ним отношения и жить без скандалов, а получилось, что теперь еще и со своими взрослыми детьми стали ругаться. Валентина расстраивалась, что ребенок никому не нужен. Причитала на людей, какие, мол, все жестокие вокруг, не могут ее понять. В очередной раз, когда Егор пришел домой пьяным, она с ним снова поругалась. Молодой сожитель налил себе еще спиртного и начал оскорблять женщину. Она даже испугалась, что тот такой агрессивный, что может и с кулаками наброситься. На всякий случай включила микрофон, чтобы записать разговор, если будет угрожать. «Если хочешь, чтобы я остался с тобой, сдавай малого в приют», – заявил Егор. Женщина не ожидала такого от своего мужчины. Ладно, не хочет заботиться. Но чтобы отдать в приют, она не согласна. «Пока я жива, буду заботиться о сыне. Раз папа еще из пеленок не вырос», – ответила женщина. «Слава богу, мне 32 было, когда ты меня в постель затащила, а не с самих пеленок», – сплюнул Егор. «Да я не молодая, но мальчиков соблазнять – это уже слишком. А я еще молодой и с пеленками возиться – это уж слишком. Сама родила, сама и возись». После этого разговора у Валентины открылись глаза и на Егора, и на себя. Ругает этого смазливого мальчика, а сама-то какая красавица. Родного сына искала кому б сплавить. Как будто кто-то обязан взять ее ребенка, чтобы облегчить ее жизнь. Действительно, у детей не спрашивала, рожать ей или нет, а теперь обижается, что оставили ее одну решать проблемы. На следующий день, когда Егор протрезвел, Валентина бросила ему чемодан, чтоб собирал вещи и убирался из ее квартиры. Егор не ожидал, что его выгонят, попытался шантажировать женщину, что никому она больше не нужна. Ценила бы его, что удостаивает ее своим вниманием. «Гриша, я нужна, этого достаточно», – гордо заявила женщина. И с тех пор она осталась одна. Здоровье позволяло растить сына, а небольшая пенсия не позволяла. Соседка посоветовала подать в суд на алименты. К тому времени ее бывший сожитель уже сошелся с другой женщиной. Бывшая подруга после нескольких недель совместной жизни с новым мужчиной и спивающимся сыном выгнала Егора, чтоб тот брался за ум. Обещанной квартиры от мамы он так и не получил. Молодой мужчина, уже имея успешный опыт сидения на шее у женщины в возрасте, решил продолжить эту традицию. Ведь для него это лакомый кусочек. Ради молодого любовника дамы бальзаковского возраста согласятся оплачивать его содержание. В планы папочки не входили алименты. Как только ему пришла повестка в суд, он уволился с работы, чтобы не иметь подтвержденных доходов. Но узнав от адвокатов, что в любом случае ему будет начисляться задолженность и может дойти до уголовной ответственности, он на очередном заседании суда сделал громкое заявление. «Эта женщина затащила меня в постель в первый раз, когда я еще был несовершеннолетним. Она угрожала, что расскажет моей матери о том, что происходит у нее дома. Я не знал в то время своих прав и боялся ей сопротивляться». Валентина была, мягко говоря, шокирована таким заявлением. Светлана действительно отправляла к ней Егора, когда уезжала на несколько дней по делам. Но никогда даже мыслей таких у нее не возникало. В итоге уже речь шла не об алиментах, а о предоставлении обвинения ей. И тут она вспомнила о той записи, которую каким-то чудом не удалила с телефона. Предъявила Егору и пригрозила, что подаст на него в суд еще и за клевету. Обвинения мужчины остались на его совести, мужчину просто лишили родительских прав, и Валентине шла доплата как матери-одиночке. Идею с алиментами Валя решила оставить и растить сына сама.
Рад сына женщина занималась собой. Глядя на своего маленького Гришу, она очень помолодела. Ведь не хотела, чтобы одноклассники смеялись над тем, что у него старая мать. Даже лучше для Валентины, что у нее такой поздний ребенок. Сын с дочерью перестали с ней общаться. А Грише она уделяла столько внимания, сколько не уделяла другим детям. Ведь теперь не нужно ходить на работу. Она могла водить сына на кружки и всегда быть рядом с ним. Жизнь так складывается, что родители не всегда имеют возможность уделять детям много внимания. Финансовое положение не у всех благополучное, чтобы мама могла не работать. Так дети и вырастают, предоставленные сами себе. Горько это осознавать, но другого выбора у родителей нет. У Валентины же появился шанс дать Грише всю любовь, которая у нее была. И слава богу, здоровье позволило. У ее взрослых детей были свои семьи, дети. А рядом с пожилой мамой был младшенький Гриша. Женщине уже 75, сын учится в институте. И Валентина рада, что так сложилась ее жизнь, и что она совершила эти глупости. Она рада, что ради молодого мужика не бросила своего маленького сына,